Здравствуйте, Девы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на месяц февраль. Давайте мы посмотрим, что же ожидает вас в феврале месяце, что интересного у вас произойдет, какие у вас основные события будут происходить. Но это такой короткий расклад, именно блиц-расклад на месяц февраль. Посмотрим на основные тенденции февраля месяца. Более детально я еще в течение месяца буду расклады делать. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же вас ожидает. Пока я перетасовываю, кстати, колоду, я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение. Буду очень-очень признательна вам за такую активность. Пишите, не стесняйтесь. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же наших Дев ожидает в феврале месяце. Какие карты будут у вас сегодня. Карта Дьявола, первая карта, карта Козерога. Да, для кого-то здесь важно, может быть, общение с человеком знака Козерог. Это может быть какая-то ситуация, связанная с таким человеком. Также здесь по карте Козерога в целом можно говорить еще и о какой-то привязанности, возможно, страсти, которая для вас будет важна. У кого-то это может быть знакомство, допустим, да, с каким-то человеком, которому вы испытываете сильную страсть здесь на начале отношений, чувствуете прилив просто эмоций, именно здесь желание развивать эти отношения по карте Дьявол, желание где-то максимально, да, этой связи, привязанности, здесь такая вот цепь между ними нарисована. Но в какой-то степени здесь также может быть и ситуация, где это общение может быть и несколько токсичным, когда один пытается человек управлять другим, пытается им манипулировать, либо вы пытаетесь манипулировать, показывать свое влияние, какую-то большую власть в паре, большую власть в отношениях. Для кого-то из Дев, возможно, здесь будет, к сожалению, иметь важное значение какая-то привычка или привязанность, от которой захочется избавиться. То есть негативное значение здесь тоже может быть совершенно точно, потому что дьявол — это все-таки карта такого искусителя, искушения, с которым вам нужно будет здесь справляться. Давайте посмотрим следующую карту, которая выпадает у вас рядом. Карта семерка мечей. Возможно, все не совсем так, как вы думаете, или какой-то человек рядом с вами, возможно, не совсем тот, кем кажется. Здесь может быть какая-то нечестность или неправда по семерке мечей. Кстати, у многих земных знаков, у которых я сегодня делала расклад, выпадает семерка мечей. То есть какие-то вещи будут для вас скрытыми, и они смогут выйти на свет, то есть станут известными. Возможно, здесь правда вы в чем-то обманываете себя, или этот человек, с которым вы общаетесь, кажется лучше, чем есть на самом деле. И это правда выйдет на поверхность. Вы можете здесь понять, что кто-то хитрит, кто-то здесь нечестен, да, соответственно, с вами. Возможно, здесь будет какая-то неудача, потому что, опять-таки, по дьяволу кто-то пытался вами манипулировать или управлять, но, скорее всего, это не удастся у этого человека, если такая попытка будет. Давайте посмотрим дальше следующую карту у вас. Карта шестерка кубков. Карта по шестерке кубков. Вы знаете, она такая уютная, семейная и такая сулящая уют и желание как будто вместе создавать семью, вместе заводить детей, да, то есть вот этого желания спокойствия, какой-то атмосферы покоя, которой вам хочется. И это то, от чего вы, собственно, идете, да, то есть это то, что не то, чтобы уходите, да, но это то, что изначально имело место быть вот в этом вопросе, который сейчас здесь рассматривается. То есть для вас важна семья, возможно, кто одинокий, кто познакомился сейчас с новым человеком для вас. Важны отношения, которые вы хотите построить с этим человеком, да, но, возможно, они не совсем честные с одной из сторон. И по шестерке кубков, несмотря на ваше такое очень искреннее желание создать семью, возможно, или вот это создать ощущение уюта, спокойствия семьи, здесь может быть сопряжено с тем, что человек не совсем на это же настроен, возможно, либо вы здесь как-то не совсем тоже честно можете поступать, но как будто в благих намерениях. Можете делать специально какие-то вещи, которые
не соответствует вашей там действительности или вашим привычным действиям, да, но вы делаете так, потому что пытаетесь таким образом больше к себе человека привязать, больше какой-то симпатии к себе, что ли, вызвать, да, чтобы человек больше испытывал какой-то зависимости к вам. Потому что вот у вас изначально важна вот эта шестерка кубков. Также для кого-то из вас, кстати, может быть очень важным и сильным желание вернуться туда, где вы были ранее, где вы выросли, возможно. И это прям такое сильное, как искушение, соблазн. То есть вас прям может тянуть туда, где вы были ранее. Но по семерке мечей здесь как будто это провал или неудача, связанная с такой поездкой. То есть невозможность это сделать, не получается так сделать, как вам хочется. Давайте посмотрим ближайшее прошлое для дев. Почему выпали такие карты? Карта четверка мечей, тоже как пауза такая, остановка, возможно, и необходимость здесь притормозить, приостановиться в плане работы или в плане отношений, посмотреть на эту ситуацию, как будто бы изнутри, разобраться в своем ощущении, в своих мыслях. Да, для этого, возможно, тоже специально останавливаетесь, как будто даете себе такую передышку, такую паузу. Давайте посмотрим следующую карту. Путь семерка мечей, девятка жезлов, девятка жезлов. То есть, тем не менее, девятка жезлов, вы здесь очень настойчиво идете к своей цели. Вы здесь спокойно выполняете какую-то свою привычную работу, привычные свои дела, привычные задачи. То есть по этой карте, по девятке жезлов, сохраняете спокойствие, да, в общем и целом. Девятка жезлов. Ближайшее будущее давайте посмотрим. Карта десятка мечей. Для кого-то здесь может быть ситуация, где есть какая-то, знаете, ситуация токсичных отношений. Она может иметь отношение к чему-то из вашего прошлого, или это даже какое-то общее прошлое, а может быть общие дети. Возможно, да, что-то вас сильно связывает в прошлом, но при этом очень много нечестности или какой-то здесь ситуации недопонимания или какого-то ощущения действительно манипуляции со стороны другого человека. И вы можете себя немножечко дистанцировать, как будто отгораживать от этого человека, выстраивать такой забор между вами и таким образом себя пытаться защитить, потому что вы понимаете, что вам такая ситуация не подходит, что такие отношения токсичны для вас, что они вам не интересны. И десятка мечей вызывает много стресса, поэтому вам хочется, соответственно, эту ситуацию закрыть как-то, перестать дальше в таком состоянии, да, жить. Поэтому вот десятка мечей здесь. Давайте посмотрим дальше, что здесь еще у вас есть. Карта девятка пентаклей. Вы настроены по девятке пентаклей на успех, на получение того, что вы хотите от жизни. Да? Если вам что-то мешает достижению вашей цели, соответственно, вы постараетесь от этого избавиться. Возможно, также девятка пентаклей, она тоже показывает, что вы вот ту работу, которую вы выполняете, то, что для вас привычно, повседневно, какие-то ваши каждодневные рутинные задачи, вы по девятке пентаклей успешно их выполняете, получаете, соответственно, деньги, получаете вознаграждение материальное. То есть какой-то финансовой такой вот нужды здесь нет. То есть однозначно, как бы, да, здесь финансовых каких-то проблем не предвидится. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Карта пятерка кубков в вашем окружении. Да, возможно, какие-то, правда, как разногласия, конфликты и выяснение отношений с кем-то. Кто-то, может быть, не совсем доволен происходящим или не совсем доволен тем, что вы не поддаетесь какой-то манипуляции. Может быть, опечален этим или чувствовать провал, может испытывать какую-то как неудачу из-за того, что так ситуация разворачивается. Но для вас в любом случае девятка пентаклей, вы все поступаете правильно, делаете. Давайте посмотрим ваши страхи или ваше желание, девы. Карта алхимика. Ваше желание здесь по алхимику. Ясно и четко видя происходящую ситуацию, здесь стараться делать лучше для себя, поступать лучшим образом, соответственно, для себя, чтобы ситуация разворачивалась вам на пользу. То есть по карте мага вы очень активные, будете волевые, энергичные, будете правильно расходовать свою энергию. И да, здесь будете больше работать на себя, на свое дальнейшее
развитие, да, на свое будущее. Карта алхимика — это то, что вы хотите делать и чем вы хотите заниматься. Давайте посмотрим следующую карту. Это такой финал расклада, не обязательно финал месяца, но вот это финал расклада. Карта короля кубков, карта водного знака. Возможно, у вас действительно будет какое-то общение с водным знаком зодиака тоже. Здесь кроме Козерога как такового есть еще вот водные стихии, это раки, рыбы или скорпионы. Ну и также король кубков. Для вас важно будет, да, это ситуация, которая касаться будет чувств, отношений с другим человеком, потому что король кубков — это скорее человек, который проявляет эмпатию, да, или умеет здесь чувствовать другого человека, хочет ему, может быть, признаваться в своих чувствах, говорить о своих чувствах. Здесь может речь идти об каких-то отношениях в паре, когда по королю кубков хочется здесь получать взаимную какую-то ответную реакцию, взаимные чувства слышать, соответственно, да, от этого человека. Поэтому вот король кубков, он об этом. То есть вы настроены на получение любви, на то, чтобы вы дарили любовь, чтобы вы по шестерке кубков, соответственно, могли создавать такую его счастливую семью. Вы настроены на это процветание, но при этом по карте дьявола очень много здесь и семерки мечей, какой-то нечестности, неправды, с которой вы сталкиваетесь. Вам хочется от этой ситуации негативно избавиться, потому что это не совсем то, что вам подходит и чего вы хотите. То есть вам не нравятся конфликты и разногласия, которые могут у вас возникать. Вы от них можете уставать, вам не нравится находиться в состоянии постоянного стресса какого-то, да, или манипуляций. Поэтому здесь вот вы постараетесь действовать больше в сфере своих интересов и постараетесь, да, возможно, отгородить себя от чего-то негативного, токсичного, что может здесь иметь на вас влияние в феврале. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для дев на февраль месяц, очень короткий такой, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, берегите себя и до скорого!